Жесть, это не метеорит, а атомная бомба какая-то. Полгорода просто уничтожила. Всем привет, сегодня мы будем играть в City Skyline. Но не просто играть, а будем выживать 100 лет на хардкоре. Вы спросите, кажется, что там выживать? Просто строй себе городок и все. Но нам будет мешать цунами, метеорит и торнадо. Итак, по правилам. Правило номер 1. Игра происходит в тяжелом режиме, то есть мы будем получать меньше денег, если быть вкратце. Мы не будем никакой помощи принимать извне. То есть, если у нас город будет обанкротиться, соответственно, мы проиграли. Либо у нас будет, опять же, мало денег, мы можем взять кредиты, но, опять же, они ограничены. И цель, город должен уцелеть в течение 100 лет. То есть, если нас уничтожит какая-то экологическая катастрофа, природные катастрофы, то, соответственно, мы проиграли. Итак, больше не буду затягивать с этим вступлением, мы начинаем. Также я установил мод из Steam, он добавляет количество катастроф в этой игре, а также при достижении от 20 тысяч населения он будет мне давать иногда катастрофы, которые в 20,5 раза интенсивнее или больше, скажем так, в оригинальной игре. Максимально может быть 10-бальная какая-то катастрофа, с этим модом будет 25 баллов. Ну что, начинаем строить первые районы города. Ну вот такие вот у нас получились. А вот и первая непредвиденная ситуация. У меня нету денег, но уже пожары начались. Так, берем кредиты, ставим пожарную часть. А вот и первая катастрофа. Ну, это мелкая совсем, это всего лишь молния, но они любят брать по площади и обычно бьют самые высокие точки, что логично. А самые высокие точки это, как правило, заводы, либо башни электропередач. Еще немного расширил город. Чисто в теории, конечно, мне можно выживать с маленьким городом, и мне же даже будет легче, но так будет неинтересно. Потому что чем меньше город, тем меньше шансов, что он будет уничтожен. А вот и первый мой торнадо. Пришел посмотреть, как мы тут процветаем. Я их вообще очень сильно обожаю. Особенно, когда они возникают в центре города. Они ж бьют по площади, и неважно, что у тебя там находится, они уничтожают просто все. Так, не нравится мне эта дорога, слишком близкие перекрестки, надо ее перестроить. Ну вот, другое дело, движение пошло, отлично. Надеюсь, тут не будет пробок. А вот и первое землетрясение. В этом моде, кстати, землетрясения тоже переработаны. Они не вызывают провалы, но они бьют по всей площади и вызывают в домах пожары, либо просто их обрушение. Это даже серьезнее, потому что площадь у них гораздо больше, и, как правило, домов горит гораздо больше, чем в ванильной версии. Еще один торнадо, но он возник практически за пределами города. А то, что за пределами города, это уже не мои проблемы, пускай сами разбираются. Так, берем еще один кредит. Нам надо отодвинуть трассу от города, чтобы расширить город сам. Ну вот так вот получилось. В любом случае мы еще будем ее перестраивать. Я думаю, движение пока будет такое. А вы знаете, я тут еще подумал, сейчас буду строить еще развязку. Че я мелочусь? Ну, вот такая красивая развязочка у нас получилась. Также мы сейчас сделаем окружную дорогу вокруг города, чтобы не так было много пробок. Ну, вот так вот как-то у меня получилось. Сразу же возникло землетрясение. Обожаю. Но благо у нас есть спасательная служба и пожарная служба. Пожарная служба едет тушить огонь, который возник во время землетрясения, а спасательная служба уже поедет на обрушившиеся дома, чтобы спасать из-под завалов людей. Так, немного еще расширил город со стороны заводов, чтобы грузовики не скапливались у нас в центре. О, пришло цунами. Да, кстати, цунами я не могу высматривать сразу, то есть заранее, потому что у меня еще нету таких датчиков, поэтому цунами мы видим, когда оно уже приближается к городу.
Не сильно нас накрыло, так что жить можно. Так, я решил еще установить датчик землетрясений, чтобы нам хотя бы видеть, если будет землетрясение, спасать нам людей или нет. А также решил людям немножко помочь, установить им бункер, чтобы они успели спрятаться во время всяких природных катастроф. О, на наш город летит первый метеорит. Что ж, понаблюдаем над этой красотой. Хорошо, что хоть не на город, хоть что-то радует. А вот и землетрясение. Как я и говорил, оно бьет по площади, то есть вот это, на этой всей площади, что указано, дома будут обрушаться, либо загораться, то есть вы сами видите. А вдобавок к этому землетрясению прилетел еще метеорит. Хорошо, что за пределами нашего города, но это пока, как я и говорил, маленький город, он может выдержать, но большой город испытает на себе, наверное, всю мощь. Я увидел, что возникает торнадо, построил бункер, чтобы люди смогли эвакуироваться, то есть еще один бункер. Торнадо вот сейчас идет, и судя по тому, сколько она сейчас убивает людей, люди просто не успели эвакуироваться, хотя я назначил автобусы, чтобы они их забрали. Я не понимаю, почему они так долго ходят к этому бункеру. Ну ладно. Решил я на другой стороне трассы расширить наш район города, то есть в этом районе будут уже жить люди с высокой плотностью населения. То есть с одной стороны трассы будут у нас люди в домиках жить, а во второй стороне трассы будут люди с квартирами жить. Ну вот так вот у меня получилось, вроде выглядит неплохо. Ну что, как говорится, новый день, новые землетрясения. Все рушится, все горит. Все как мы любим. А буквально через некоторое время пришло цунами и практически смыло мою новую часть города. Как говорится, пресс-эф ребятам, которые заселились в новый район. Сначала пожар, потом наводнение. Не успели мы оправиться от цунами, как пришло торнадо. Ну хорошо, что оно в конце карты. И заденет всего лишь дорогу, наверное. Ну да, только дорогу. Два года почти ничего не происходило. Я уже подумал, что что-то сломалось. Но нет, все нормально, они просто собирались силами, чтобы уничтожить мой город. Цунами новую часть города, а торнадо старую часть города. Молодцы, ребята. Вот тут, кажется, дождь из людей и машин намечается. Надо же, люди выжили. А машины падают. Люди, чего вы стоите? Надо уходить. Стоят, смотрят, в растерянности написано. Мне кажется, если бы я с такой высоты упал, я бы уже не выжил. Не смогли нас уничтожить ни торнадо, ни цунами. Поэтому к нам прилетел наш звездный друг, метеорит. И решил показать, что он круче своего прадедушки, который уничтожил динозавров. Но нет, он только сделал дырку в поле. Ничего страшного. Наблюдал за трассой, куда должен был упасть метеорит, наслаждался красотами, но похоже, что этот метеорит обиделся на то, что я не воспринимаю их всерьез, и ударил по жилому району. Кайф. Через некоторое время пришло землетрясение. Как я и говорил, чем больше город, тем больше шансов, что он не выживет, потому что землетрясение бьет по большой площади, и, соответственно, будет больше обрушенных домов и загоревших домов. Вот еще одно землетрясение пришло. Что-то нам везет на них. И потом еще одно землетрясение пришло. Боже мой, где разнообразие? Почему одни землетрясения? О, к нам приближается еще один метеорит. О, смотрите, машина полетела. Как и моя самооценка, когда вы ставите лайки под видео. Так, нам приближается торнадо. Я решил, что хватит терпеть то, что нас заливает вечно водой, и укрепить за счет терраформинга наш город. Ну, возвышенность возвести, интересно, должно помочь, по идее. Но вот как-то так получилось, вроде бы волна не переливает. А нет, я ошибся, переливает немножко, но это гораздо лучше, чем было. Так бы наш город опять бы затопило, бедные мои люди. Так, в старой части города у нас скапливаются какие-то непонятные пробки, надо, наверное, перестроить дорогу. Ну вот как-то так получилось, я, конечно, не супер строитель, ну и у меня модов никаких нету, чтобы выровнять дороги, но я думаю, нормально. Так, метеорит недоволен, то, что у нас появилась инженерная конструкция, а именно насыпь, которая спасает наш город от наводнений. И он решил сделать дырку в ней. Ну, хорош, прямое попадание, молодец. Ну, ничего страшного, мы сейчас ее быстренько засыпем.
И сразу же за ним упал еще один метеорит. У нас уже не Земля, а какая-то Луна. У нас тут небольшое цунами с молниями. Смотрится очень атмосферно. Молнии бьют в город. Подтапливает нас немножко. Прикольно, прикольно. Вы не думайте, я не просто так повернул камеру на город и смотрю на залив, наслаждаюсь красотой. Я жду, пока появится он, уничтожитель моего города. К нам подобрался еще одно цунами, но оно слишком маленькое, поэтому можно даже не обращать на него внимания. Новая часть города у меня стала довольно-таки уже большой, обширной. Но мы на этом не остановимся, будем еще развивать, я уже тут наметил. Наблюдаем красивые кадры, как на нас падает метеорит. Из плюсов из-за того, что он упал, это минус пробки, из минусов минус люди. Собрал небольшое комбо, это землетрясение, лесной пожар, молнии и наш красавчик метеорит, а вот и он. У нас тут торнадо прошлось по заводскому району, минус работяги. К нам надвигается цунами 7-бальное. По идее, на мою стену не должно перейти. Ну, чуть-чуть перешло, чуть-чуть подтопило, но это вообще не страшно. О, вертолет уже летит восстанавливать здание. О, смотрите, мы реально в будущем живем. У нас уже подводные вертолеты есть. Опять небольшое комбо. Землетрясение, торнадо и где-то еще небольшой обрыв. Торнадо решила пройтись по окраине города. Неприятно, конечно, но не смертельно. К нам пришло довольно-таки сильное торнадо. Опять работяг кошмарит. Ну ничего страшного, главное, что жилые районы не трогает. Вот пришло цунами, немножко нас подтопило, но опять же игра меня сильно не удивляет. Я так думал. Но потом прилетел вот такой метеорит и просто уничтожил полгорода. Это жесть, он 25 баллов. Вот это сюрприз, конечно, был. И сразу же за ним торнадо. Ну и отлично, отлично, просто супер. Этого мне как раз и не хватало. Ладно, не отчаемся, залатаем эту дырку, которая идет, наверное, прямо в ад. И начинаем строительство нового района. Немножко я увлекся терраформингом и увидел, что надвигается цунами. Ну, подумал, еще одно цунами. Но потом я увидел, какое оно. Тоже 25 баллов. Игра решила надо мной поиздеваться. Но 25 баллов мой город уже, к сожалению, не переживет. Нам остается только наблюдать за гибелью всего города. С одной стороны красиво идет, но с другой стороны как будто каток какой-то заровняет асфальт. Знаете, вот и бывают такие небольшие бугурки на асфальте. Ну, вот то же самое. Вот каток, вот ровный асфальт этот выравнивает. Вот что-то мне это напоминает. Очень красиво, конечно. Пустыня. Все, что вот мы страдали, мучились, выдерживали, все смыло одной волной. Я, если честно, думал, что придет там какой-нибудь смерч там 20 уровня, землетрясение там 30, все это комбинируется, и тогда меня только поглотит. Ну, я так думал. Ну, а оказывается, надо было всего лишь одна волна 25 баллов, и весь город мой смывает. Но с другой стороны, я мог тоже сделать стену побольше. Может быть, мне это помогло бы. Но я заметил ее слишком поздно. Так что, увы. Но тоже прикольно, прикольно. Немножко, скажем так, я проиграл. Получается, я не выжил эти 100 лет, а прожил всего лишь меньше даже 50. Это очень обидно, конечно. Ну да ладно, может быть в следующий раз мне все-таки получится это сделать. Но вы наблюдали Атлантиду, скажем так, было очень красиво. К сожалению, я не смог прожить эти 100 лет, то есть наша цель не выполнена, потому что наш город смыло волной. Но если вам было интересно наблюдать за тем, как я страдаю, и вам было, может, смешно, поставьте, пожалуйста, лайки, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить такие же веселые челленджи, которые я буду устраивать уже во второй части этой игры. Всем спасибо за просмотр, всем пока.